Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о новых Оцуцуки, которые должны появиться в ближайшем будущем в аниме Боруто, потому что количество членов этого клана не ограничено всего лишь 6 его представителями, которые уже пришли на Землю, но 4 из них уже окончательно умерли, одна запечатана и еще один фактически мертв, но по идее должен возродиться. И конечно же главная семья клана Оцуцуки должна будет разобраться, почему плод Земли таки не был доставлен на их планету. Поэтому они отправят более могучих представителей этой расы, чтобы выяснить, что случилось с плодом и с ними самими. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ клана Акимичи в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди символ клана Оцуцуки и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Для начала давайте окончательно разберемся с фреской, или как многие говорят, каменная плита клана Оцуцуки в измерении Ишики, в котором он прятал маленького Джуби. Думаю, большинство из вас уже знает, кто и где располагается, но я еще раз вам это напомню. Снизу слева расположен символ Киншики, а над ним его господин Момошики. Выше стоит Ишики, а под ним Кагуя. И справа все разрушено. На самом деле вариантов, чей символ там изображен, не так и много. А если точнее, то всего лишь один. Это Урашики. И если это действительно он, то соответственно этот петух является каноном, что большая часть фандома, конечно же, не признает, потому что он появлялся только в филлерных сериях. В Шиппудене он также упоминался, но опять же это был филлер. Однако, если на скрижали его символ, что скорее всего так и есть, потому что на них изображены рога всех Оцуцуки, что подметил и сам Саски. И если присмотреться на эту скрижаль в манге, то увидим кусочек рога именно Урашики. Но одно дело этот петух, а другое его напарник, о котором практически ничего не известно. Многие люди думают, что это Тоннери, но это и близко не может быть он, потому что он далеко не чистокровный Оцуцуки. Он всего лишь далекий потомок Хамуры, который также не является чистокровным Оцуцуки, а лишь наполовину. Поэтому вариант с Тоннери рассматривать даже не будем, но о нем мы сегодня еще поговорим. Единственный, кто приходит мне в голову, это тот, кого ни разу не показали. Однако он неоднократно упоминался в Шиппудене, то есть это Джошин, которого очень сильно возвышал Хидан. Но, к сожалению, нету ни одного пруфа, что это он. Однако в точности также нету и пруфов, что он не может им являться, потому что в принципе его существование подтверждено, и это сделал Хидан, который действительно имел вечную жизнь, а ею по факту владели только Оцуцуки, и вполне вероятно, что Джошин также принадлежит к этой бледнокожей расе, но скорее всего его личность так и останется тайной до конца аниме, как и тайна напарника Урашики. Теперь переходим уже к главной семье клана Оцуцуки, которая неоднократно уже упоминалась в аниме, и впервые о ней заговорил Киншики, который говорил, что важную информацию всегда нужно докладывать клану, то есть его слова уже подтверждают о существовании иных Оцуцуки, которые имеют куда выше статус, чем тот же Момошики. Второй раз об этой семье уже говорил Урашики, когда пришел запечатывать Тоннери, которого все же считают полноценным членом клана Оцуцуки, однако это все равно не делает его чистокровным представителем. Тоннери называл Урашики богом, однако ему ничего не было известно о главной семье этой бледнокожей расы. Но непонятно откуда он знал про то, что придет эта троица на Землю. Скорее всего, эту инфу он получил от своего предка Хамуры, которому в свою очередь это рассказала мать Кагуя, ведь она не раз упоминала своим детям, что за ней придут ее же соклановцы, которые захотят ее убить из-за предательства, но в итоге ее предали ее же дети. 2 месяца назад, когда вот-вот должны были выйти спойлеры 61 главы манги Боруто, были слиты сканы, где изображены новые Оцуцуки, о которых Момошики рассказывал Боруто. Хоть они и были нарисованы в точно таком же стиле, как у Икимото, но это оказалось всего лишь очень качественным фейком. Слева это немного подкорректированный дизайн Ишики, а справа это смесь Кагуи и Момошики, что в принципе и так видно. Но, честно говоря, я бы очень хотел, чтобы это не было фейком, потому что на данный момент главная угроза это код.
Не считая, конечно же, самого Мамашики в теле Боруто, который сейчас залег на дно. Но кот в виде главной угрозы — это на самом деле немного бред, потому что в первую очередь он киборг, которого создал Амадо, и он в любой момент может отключить свое творение. Как, например, это было с Дельтой, которая хотела помешать Амадо и Кашину Коджи сбежать в Коноху. Но тот ее просто вырубил одним стоп-словом. И если так подумать, то кот уже не главная угроза, а как раз таки это Амадо. Но говорить об этом еще рано, потому что инфы слишком мало, и мотивов, чтобы уничтожать целую планету, у него нету. Разве что он хочет возродить свою умершую дочь с помощью плода божественного древа. Вернемся к главной семье клана Оуцуцуки. Безусловно, она существует, и ее обязательно покажут. В 2019 году было интервью с Якимото, в котором он сказал, что события из первой серии, где Боруто сражается против Каваки, не так уж и далеко в сюжете. То есть можно понять, что их сражение — это не конец аниме Боруто, и вторжение главной семьи клана Оуцуцуки на Землю уже не кажется таким и бредом. Но другой вопрос, какой силой владеет главная семья. Если опираться на слова Урашейки, который сказал, что клан Оуцуцуки видел все, что Тонри пытался сделать с Боруто, то они уже как минимум могут видеть сквозь другие измерения. А эта обилка как раз таки глаза Боруто, то есть Джоугана, который ему помог пробудить Тонри. Логично, что они сильнее, чем те Оуцуцуки, которые уже были показаны. И сильнейший из показанных — это, конечно же, Ишики, который, вероятно всего, и относился к главной семье. Потому что он был как минимум главной из той шестерки, и это подтверждает скрижаль Оуцуцуки. Но сила этого клана зависит как раз таки от того, сколько планет ты поглотишь. Чем больше ты съешь плодов чакры, тем, соответственно, ты будешь сильнее, и твой статус в клане также вырастет. Приход новых Оуцуцуки на Землю будет означать конец. Это будет решающая битва за Землю. Но интересно, будут ли в этой битве участвовать Наруто и Саске. Все же они не смогли одолеть даже Ишики. А есть же Оуцуцуки, которые гораздо сильнее, чем он. Да и плюс, они в разы стали слабее. Что-то очень страшно становится за этих двоих. Без новой силы они в бою будут только мешаться. И, к сожалению, это реалии аниме Боруто на данный момент. Главная семья Оуцуцуки есть, но их сила нам неизвестна. В 55 главе был показан предел их эволюции, но чтобы его достичь, нужно поглотить множество планет, в том числе и Землю. Однако в 219 серии этот бог должен был упоминаться в рассказе Ишики, но, к сожалению, этого не произошло. И сказать, когда он появится, тоже сложно, потому что про него по факту никто не знает, кроме Мамашики и Кагуи. Возможно, эту инфу кот узнает и от Эйды, которая знает все на свете. Простыми словами, бога Оуцуцуки должны показать, потому что воля Ишики передалась коду, который должен будет продолжить эволюцию их клана, а без инфы про то, как это сделать, он ничего не добьется. Поэтому упоминание о боге Оуцуцуки — это лишь вопрос времени. В принципе, на этом у меня все. Свое мнение о главной семье клана Оуцуцуки можете написать, как всегда, в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте. Все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.